Так, блок управления собран. И теперь надо подключить оптический сенсор вот к этому фрезеру. Чем я сегодня и займусь. 4 болта его держит. Но перед открытием, естественно, надо проверить, чтобы он был отключен из розетки. Отключен из розетки, что тогда долбанет, мало не покажется. Ну, крышка снимается. Весело тут все выглядит. Ну что здесь, собственно, происходит? Блок управления скоростью и плавным пуском, выключатель, щеточки и вот ротор внутри. Вот надо до той детали добраться, половину ее покрасить надо в белый цвет. А уже черным цветом она покрашена, а вот белым еще нет. Надо освободить щетки крючочком. Сейчас покажу поближе. Вот здесь вот сделан такой порожек с маленьким зацепом. Вот он. Они специально это сделали. Для чего? Для того, чтобы можно было вот эту пружинку потянуть и вот туда вот так одеть. И все. И она не соскакивает, потому что она там упирается. Мне надо добраться вот до этого ротора. Сейчас, где-то мой крючочек. Добраться вот до этого ротора. Сюда, вот до этого места. И покрасить половину его в белый цвет. Тогда оптический сенсор будет видеть разницу между белым и черным цветом. Надо поддеть. Все, конечно, очень плотно упаковано здесь. Но добраться нам надо все равно вот до этого места. Как ни крути. Дело в том, что вот тут вот идут провода. Ну, вот идут провода. А это провода к подсветке. Она мне, в принципе, как таковая не нужна. Не особенно нужна она мне. Но и обрывать не хотелось бы. Вот LED-шки вроде пошли. Потихонечку. Провода, конечно, натянулись, будь здоров. Вот. Это вот соединение на подсветку. Я вот соединяю. Теперь половину вот этой детали надо покрасить в белый цвет. Краску я не хочу нигде наляпать. Не дай бог, тут начнется цирк с конями. А можно сделать точно. То есть нам надо знать диаметр вот этой детали. Теперь посчитаем окружность, разделим ее пополам и будем точно знать, где у нас половинка. Ну, окружность я посчитал. И теперь надо отмерить малярную ленту нужной длины. Ангель-циркулем. Делаю я в дюймах, но в сантиметрах разница та же самая. Обыкновенным угольником приложить. И прорезать малярную ленту опять же. Малярная лента прорезана. То есть вот это вот половина нашей окружности. Вот эта вот длина. Если ее теперь взять и приклеить вот на эту деталь, то у нас останется как раз именно то, что нам надо красить. Перед покраской место надо обезжирить. Обезжиривать я буду ацетоном.
бетон. Буквально совсем чуть-чуть. Так вот на салфетку. Ну да, грязная такая она. Краска Rust-Oleum белая, масляная, с акселератором. То есть она специально сделана для нанесения на металл. Кисточка тоже нужна. То есть красить нам надо только вот эту вот половинку вот здесь. Главное, чтобы не накапать никуда. Ну вот, совсем немного ее надо. Так, она покрашена. То есть ровно половина. Сейчас она подсохнет 30 минут. И я еще раз сверху пройду. Слой был такой более-менее однотонный, потому что сейчас она заметно на ней небольшие просветы. Как обычно, на 2 раза, в общем. Полчаса прошло, и вот эти вот места надо еще раз покрасить, потому что немножко совсем просвечивается черное. Хотелось бы, чтобы цвет был такой белый, чисто белый. Теперь надо действительно дать ей просохнуть хорошенько, и тогда можно будет собирать. Ну, вставляется обмотка туда точно так же, как она и вытаскивается. Ничего особенного в этом нет, поэтому я и не стал показывать. Но смысл в том, что теперь у нас есть вал внутри. Вал, который пополам покрашен. Теперь вот этот оптический сенсор надо туда поставить так, чтобы он на это место смотрел. Вот здесь. Работа вся, в общем-то, она несложная. Она просто занимает массу времени, потому что очень маленькая все. В наборе шла вот такая твердая пластиковая трубка. То есть ее надо будет поставить. Всю длину ее использовать не обязательно. Можно укоротить, чтобы потом сверху закрыть ее. Надо подумать, как ее сюда подсоединить. До расстояния между сенсором и вращающимся валом должно быть не более 3 мм. То есть он довольно-таки близко должен подойти. И если он будет в трубке находиться, то, вставив его в трубку, его можно будет подвести и отрегулировать. Надо разобраться с проводкой. Ну, конечно, тут наворочено много всего, но на самом деле не так оно сложно, как кажется. Так, ну теперь до того, как начнем все остальное делать, надо подключить провода, которые запитывают подсветку. То есть эти провода, вот эти отсюда, это на подсветку вниз. Как бы нам не интересно. Теперь надо отключить плавный пуск и скорость. Для этого надо отключить 2 провода. 2 контакта вот эти отключаем. Вот. И теперь их надо соединить вместе, чтобы они друг с другом дружно жили. Откусываем вот такой вот кусочек. Медная проволока с обыкновенной с проводки. Вот я изоляцию просто с нее снял. Такой вот медный кусочек получается. Вот, вошел. Так, а это чуть-чуть меньше диаметром. Сейчас я его отогну. Совсем капельку, чтобы он начал туда идти. И теперь в натяг его
туда опустить. Вот так вот. Они разной ширины. То есть только на одно гнездо. А у нас всего 7 ампер. У нас 7-амперный мотор. А вот этот провод, он зарекомендован до 15 ампер. То есть у нас как бы в 2 раза запас есть. Так. Но его просто так бросать нельзя, потому что это все же ужас, да? Так, и все, его вот сюда вот положить, что как бы он на родном месте, чтобы был. Щетки, кстати, скоро придется менять, это их половина жизни у них осталась. Щетки я сегодня заказал. Так, одна щеточка есть на месте. И теперь, помните, у нас был вот этот вот крючочек. Теперь этим же самым крючочком поддеваем пружинку. И опускаем ее на место. Я вот смотрю на него и думаю, как же мне закрепить вот эту вот трубку. Потому что ее надо закрепить вот сюда вот. И закреплена она должна быть, и это уж совершенно точно, в 2 точках. Да? Можно посмотреть, вот здесь рассчитать. Вот это очень просто сделать, просто вымерить высоту. И посмотреть, где просверлить отверстие под эту трубку, чтобы она в ней держалась. То есть теперь трубка должна вот здесь вот так вот пройти, так вот встать. И то, что она опирается на клемму щетки, как-то мне, она, конечно, пластиковая, все, но это не самый лучший вариант, потому что ее же надо будет снимать. То есть щетка должна, то есть эта трубка должна быть съемной, иначе как ее менять? Так, а с той стороны с этой стороны места полно, но не к чему прикрепиться. То есть не за что зацепиться совсем. Да, придется только с этой стороны, похоже, делать. Я думаю, я засверлюсь сюда тоненьким сверлышком. Толщина вот этой скрепочной проволоки миллиметр. Так, одно отверстие есть. И второе непосредственно под ним. Оба отверстия есть. Да, вот эти вот стружки они нам не нужны. Так, затянет, потоком воздуха затянет туда в мотор. Нам это не надо. Ну все, чисто, аккуратно. Рано прикрутил, потому что одно из отверстий, нижнее, на уровне стоечки, и она не даст ее. То есть надо чуть-чуть ее вот так вот приподнять. Одну ножку сделал короче специально. Туда их легче вставлять в гнездо. То есть одну вставил, она уже на месте стоит, ее не надо целиться. И вторую просто подвел, и все. И она зашла на место. Так, теперь можно пассатижами вот так вот ее поджать.
Вот она встала на место. Единственное, мне не нравится это вот место. Почему? Потому что мне хотелось бы, чтобы эта трубка не мешала замене щетки. А щетки придется скоро менять, в скором будущем. Можно еще забраться вот отсюда. Можно просто зайти через выключатель. Выключатель соединить, чтобы он постоянно включенный был, да? И через место выключателя туда забраться. Тогда ничего мешать не будет. Но для этого надо снимать выключатель. То есть, ну его, в принципе, не трудно-то снять. Но надо будет выбирать все вот эти пазы, рассверливать отверстия тоже под него. Тогда можно будет трубку туда вот так вот вставить и просто ее зафиксировать. Тогда она вообще не будет мешать ни щеткам. Сделать так. Но тут придется выбирать, конечно, много. Она вот на такой вот высоте примерно. То есть вот эти вот все дела придется дремелом, наверное, срезать. А для этого надо будет снять вот эту вот беду. Это все не проблема, конечно, но вот я все-таки думаю, куда лучше. Потому что выключатель как бы хорошая штука, да? И просто так его выкидывать тоже не хотелось бы. Ну ладно, раз я уже начал делать с этой стороны, так, надо, наверное, закрутить этот шурупчик обратно туда, потому что теперь-то я уже его снимать не буду. Держится довольно-таки жестко. Можно будет и горячим клеем ее прихватить. Так, искрометного тут ничего не намечается, но тем не менее кусочек изоленты я туда все-таки положу. Вот так вокруг этой контакта, который на щетке идет, кусочек изоленты, чтобы его обнять, просто чтобы искра не проскочила сюда на ножку и так далее. Вот. Горячий клей добавлен вот сюда. Сейчас он остынет. Ну а если посмотреть вовнутрь трубки направляющей, то видно, что она стоит прямо посередине вала. Видно, что сенсор будет смотреть прямо на него. Клей стал, горячий клей стал матового цвета. То есть он остыл, застыл. Довольно-таки прилично. То есть я могу даже за эту трубку поднять его. Ну, особенных нагрузок здесь в любом случае не будет. Резать здесь паз. То есть выбрать паз, чтобы она просто сверху вот так вот оделась сюда. Эта трубка это останется такой же длины. И это позволит зафиксировать наш сенсор, который вот туда вот так вот будет вставлен. Чтобы он не прыгал туда-сюда, не вибрировал. Его надо будет зафиксировать. Это затяжное видео получается, но работа несложная, но она муторная такая. Для резки пластика. На них написано пластик. Перед тем, как делать все остальное, надо проверить, электрически правильно ли подключено все, то есть уже под напряжением. Это очень просто. В розетку я его воткнул. У меня должен быть сейчас отключен плавный пуск и управление скоростью. Вот этот контроллер должен быть отключен. То есть он должен работать на максимальных оборотах, по идее. Посмотрим. Ну, так и есть. Действительно, он работает на максимальных оборотах. То есть совершенно не реагируя на изменение положения своего родного контроллера. Чего и следовало ожидать. Вставил я сенсор в трубку. Он сейчас просто лежит, совершенно не закрепленный. Вот это его нужная глубина. И сейчас мы посмотрим, если контроллер видит его. То есть я буду рукой вращать. Черная сторона, белая сторона. Так, контроллер его видит. Что я придумал?
Ну, это, наверное, было очевидно сразу, что вот здесь я сделаю паз небольшой. И просто вот этот провод с сенсором, я его обожму. Ну-ка еще раз. Нормально. А сейчас я здесь еще подмотаю на него немножко ленты, чтобы у него диаметр увеличился. И все. И она тогда встанет на место и будет стоять там прекрасненьким образом. Вот. Намотал просто малярной ленты на нее. Надо чуть-чуть в натяг туда заходит. И ее обжать. Все, и вот она села. И никуда не денется она. Трубка из поликарбоната, то есть довольно-таки твердая. Этот хвостик можно обрезать. Собрал я это все дело только вчера. Проверил на холостом ходу. Вроде бы нормально работает, но сегодня попробую уже резать с ним. То есть можно регулировать обороты. Быстренько покажу. 5000.